Для того, чтобы раскроить детали воротника из воротничкового дублерина, нужно зарисовать и раскроить строго по нашей выкройке, то есть по нашему лекалу. Здесь нужно учесть то, чтобы никаких ступенек при раскрое и при зарисовке не было. Поэтому мы зарисовываем лучше простым карандашом и строго обводим по контуру лекала воротничковый дублерин, а именно деталь воротника. Здесь не должно быть и не разрешается никаких ступенек, как при зарисовке, так и при раскрое. После того, как мы зарисовали деталь воротника, мы должны также строго-настрого раскраивать по нашей зарисованной линии без ступенек. Линии должны быть плавным контуром и повторять зарисовку по лекалу. Ну вот, я раскроила воротник из плотного дублерина. Это идет первый слой. Из тонкого дублерина это у нас будет второй слой. И стойку воротника из плотного воротничкового дублерина. Для того, чтобы нам обработать воротник, в первую очередь необходимо приклеить правильно дублерин. Дублерин я использую воротничковый, и мужские воротники обычно обрабатываются с двумя слоями воротничкового дублерина. Это воротничковый дублерин на ХБ основе и двух плотностей. Один плотностью 100-110 грамм и второй где-то 60-70 грамм на метр квадратный. Для начала деталь из воротника укладываем, убираем все излишки, которые могут попасть типа волокон при раскрое, чтобы под дублерин они не попали, и укладываем наш дублерин для начала жесткий, более плотный, первым слоем. Первый слой у нас идет. Укладываем срез клеевой по срезу воротника по шву соединения со стойкой. По боковым и внешним сторонам воротника оставляем для обтачивания тот припуск, который мы заложили. У меня в данный момент примерно 0,7. Именно укладываем по срезу соединения с стойкой. Второй слой, который тоньше, укладываем, уравнивая с прежней клеевой по углам, строго-настрого. И у нас получается вот таким вот образом два слоя. Дальше мы начинаем приклеивать утюгом путем передвижения. На каждое место приклеивания ставим утюг. И важно знать, что приклеивать мы должны, а именно дублировать, мы должны без пара. На одно место мы поставили утюг и не везем, а просто поставили и рассчитываем на 25 секунд. 23-25 секунд держим на одном месте, чтобы за это время у нас клеевая растворилась и взяла сцепление с ткань основы. После того, как мы 25 секунд выдержали, плавно передвигаем на следующее место приклеивания. Утюг не везем, а просто плавно передвигаем медленными шагами 25 секунд. Температура плавления данного воротничкового дублерина
примерно 180 градусов. Это идет тройка утюга. После того, как мы проклеили, ни в коем случае данный воротник нельзя сгибать. Он должен лежать в таком же покое, или его красиво просто плавно убрать и положить на ровную поверхность. Если мы сейчас его загнем, то у нас получится заломы, и воротник потеряет внешний вид. То есть его нужно положить в том же положении, не сгибая, отстывать. То же самое проделываем с другими деталями. Изначально я на кусочки ткани попробовала проклеить, и мы таким образом проверяем на раздир. То есть каким образом у нас получается сцепление данного дублерина. Вот я отдираю, и он отдирается вот со всей силой. Если мы уверены, что у нас отдирается и катышки остаются, клей растворился, то значит температурный режим подобран под данную ткань правильно. Может быть и 20 секунд достаточно для вашей ткани, поэтому изначально нужно проверить на кусочки ткани. Остальные детали, стойку воротника, мы дублируем то же самое. Данная стойка воротника у меня с уступчиком, а именно где я буду прикладывать отлет воротника. На детали у меня нарисована рассечка, куда я должна приложить стойку воротника. И здесь в данный момент я стойку прикладываю к срезу соединения с воротником, а по шву втачивания оставляю сантиметр для дальнейшего заутюживания. Сейчас в данный момент я должна то же самое приклеить и, выдерживая 25 секунд, то же самое, как и с отлетом воротника, продублировать стойку воротника. Но оставила я тут сантиметр, может быть 1,2, для того, чтобы нам потом заутюжить. То же самое со стойкой. Ни в коем случае не дать ей перегнуться. Кладем в таком же положении отстывать. После того, как у нас воротник отстыл, так сказать, схватился с тканью верха, мы можем уже смело его обрабатывать. На стойке воротника мы сделали отступ примерно 1-1,2 сантиметра. И сейчас вот этот отступ мы должны заутюжить. Можно наметать, но лучше воротничковый дублерин не прокалывать. Поэтому я буду делать вот так и заутюживаю. Он жесткий, и он дает перегнуться на ребро среза приклеивания дублерина. Как вот мы приклеили, и я сейчас заутюживаю и упираюсь на ребро стойки воротника, а именно по срезу нижней части стойки. Мы вот так вот заутюживаем. Можно подушечкой придавить. Вот. И полностью нам нужно всю стойку заутюжить. Плавным переходом. Здесь вот у нас немножко такая вот изгибистая форма стойки воротника. Мы заутюжили. Мы должны проложить здесь закрепляющую, так сказать, фиксирующую строчку по данному перегибу строчку. Дальше мы приступаем к сборке отлета воротника. Наш верхний воротник, проклеенный с дублерином, мы должны соединить с нижним воротником. Нижний воротник никогда не дублируется дублерином, он пустой.
Нижний воротник по отношению к верхнему должен быть примерно по общей длине на 0,5 короче, чем верхний воротник. У нас есть контрольные рассечки. Мы сейчас их совместим. И край воротника тоже должны совместить, проверить, хватает у нас или нет. Вот, если я уравниваю срезы воротников между собой, вот у меня получается небольшой наплывчик верхнего воротника. Этого достаточно для посадки, для переканта, чтобы воротник красиво лежал. Я сейчас вот так вот скалю булавочками срезы воротников между собой, и мы будем его обтачивать. Данный воротник я должна обтачать по 3 сторонам. Для того, чтобы воротник получился красивым и у него была красивая переокантовка, и чтобы он не был так называемой улыбкой, здесь важно соблюдать один маленький нюансик. Клеевая, она довольно-таки жесткая, да, и делает такую вот возвышенность по отношению к ткани. И сейчас я должна обтачивать, я буду обтачивать воротник. Вот у нас приклеена клеевая, а я буду прокладывать строчку, вернее обтачивать на 0,1 от среза клеевой. То есть по всем 3 срезам я буду обтачивать на 0,1 от среза клеевой, но ни в коем случае не заезжать на клеевую. Если мы на клеевую заедем, то у нас клеевая не даст переокантоваться. Воротник будет стоять, держать, и не будет возможности сделать переокантовку. Это один из важных критериев, который нужно обязательно соблюдать при обтачивании воротника. Здесь никаких искривлений не разрешаются, поэтому мы клеевую должны были раскроить строго по лекалу. Никаких уступчиков. И так же, как у нас раскроено, так же, как у нас проклеено, мы должны, ориентируясь на срез, обтачать. Воротник я обтачала, и строчка у меня проложена на 0,1 от среза. Сейчас я должна срезать излишки в уголках и вывернуть наизнанку для заутюживания. Вот здесь вот сразу заметно, если мы заехали бы на клеевую, здесь бы не было возможности переокантовать. А у меня тут все хорошо есть. Идет такая пустота, которая позволяет нам заутюжить и сделать переокантовку. Потому что воротничковую клеевую нежелательно наметывать, чтобы не было проколов. Я сейчас должна вывернуть наизнанку, поправляя уголочки, создавая уголочку такой красивый вид, форму, и должна заутюжить с переокантовкой на изнаночную сторону. Воротник я заутюжила. Можно заутюжить на ребро, но лучше с переокантовкой на нижний воротник. Воротничковый дублерин нежелательно, не рекомендуется сметывать. Поэтому я буду прокладывать отделочную строчку и таким образом, поправляя нижний воротник под машину,
переокантовку. То есть буду подкладывать и сразу нижний воротник в натяжку, чтобы под строчку он попал с переокантовкой. Сейчас буду прокладывать отделочную строчку. И важный момент: на повороте в уголках воротника мы должны прям вот медленно-медленно поворачивать и создать путем передвижения иглы ту самую нужную ширину отделочной строчки. Я буду шить лапкой с ограничителем на 0,2. У меня эта лапка с таким вот усиком. Есть лапки современные, уже двухполозьевая, с пружинкой внутри, но у меня она на другую сторону. Поэтому я буду шить лапкой своей, уже проверенной, с ограничителем на 0,2. Сейчас наша задача закрепить две детали, нижний и верхний воротник, между собой. Но для начала я бы отметила на лицевой стороне вот эту вот нашу линию, а линия на уровне короткого второго слоя дублерина. Вот по ней прямо отмечаю и прокалываю и отмечаю. Прокалываю и отмечаю с лица. Она нам нужна для соединения со стойкой. Прокалываю и отмечаю. Вот, я отметила для того, чтобы нам видеть, где у нас проходит этот второй слой дублерина. Мы будем соединять со стойкой строго по вот этой вот нашей намеловке, чтобы попала наша строчка соединения в этот рядышком с срезом второго слоя дублерина. Это предотвращает от залома воротника. Но мы сейчас закрепим срезы между собой, и мы уже ее не увидим, только на ощупь. Поэтому нам лучше ее уточнить. Я сейчас закреплю срез между собой для облегчения соединения со стойкой. А закреплять я буду на 0,2 от края среза. После того, как мы закрепили верхний и нижний воротник по срезам, нам нужно отметить симметрию воротника в концах. Для этого мы уравниваем воротники между собой в концах и примерно на сантиметр от среза воротника отмечаем нашу контрольную линию, которая нам будет служить для соединения со стойкой. И у нас будут воротники в концах одинаковые между собой. Также нам нужно найти середину воротника. Она у нас есть, но мы должны ее уточнить. Вот она у нас середина. Нам она необходима для симметричности. Далее я соединяю отлет воротника со стойкой. У стойки с дублерином, которую мы заутюжили, мы должны вот этот вот внутренний срез закрепить. И для этого я буду закреплять шириной 0,6-0,7. В качестве она будет
декоративной отделочной строчкой и закрепляющей строчкой. Дальше у нас у стойки воротника уже у дублерина есть форма обтачивания, то есть она уже в лекале готова, и по ней мы должны обтачать стойку воротника. Берем стойку без дублерина. У нас здесь есть контрольная метка, метка прикладывания отлета воротника. Я прикладываю и фиксирую. Можно слегка сколоть булавочкой, зафиксировать. Дальше берем стойку воротника с дублерином, и вот этот вот наш уступчик должен совместиться с отлетом воротника и с рассечкой, которая у нас есть. Мы совмещаем и уравниваем срез округлой части стойки воротника и начинаем обтачивать. Здесь должен получиться припуск такой же, который мы заутюжили на стойке с дублерином. Сейчас я буду обтачивать стойку и соединять их между собой со стойкой и с отлетом и обтачивать. Но хочу пометить, я сейчас буду соединять, и маленький нюансик. Начало строчки должно быть не доходя 1 миллиметр, строго 1 миллиметр, даже полмиллиметра до самой подогнутой стойки, не доходя 1 миллиметрик. Это маленькая фишка. Соединяем стойки между собой по срезу клеевой. Вот в данном случае можно заехать на клеевую. Здесь запретов нету, даже будет лучше. Но плавными круглыми движениями, не доходя до соединения, проверяем. И вот эта вот наша намеловка на отлете воротника должна быть сопережена с стойкой, а именно с шириной уступа. Я изначально намеловала линию соединения, то есть сделала вспомогательную линию нашего соединения. Или можно просто припуском на 0,7. Но я сделала припуск 0,7, отметила 0,7 для того, чтобы мне этот припуск видеть, как я его буду сопережать с нашей контрольной линией, которую мы отметили. Здесь должны убить 2 зайца. И стойку без дублерина, и соединить стойку по нашей намеловке в второй слой дублерина у воротника. Середину. Обязательно уравниваем середину. Главное то, чтобы у нас была симметричность и отлет воротника совпал с уступом дублерина. Стойки соединили. Проверяем, одинаково ли у нас они по ширине. Нет ли у нас вот тут вот заломов, а именно
на уровне второго слоя. Так, 3, 3, 3. И можем смело в уголках высечь. Здесь не рекомендую прям впритык. Немножко нужно оставлять только в местах скругления. По боковому припуску не надо останавливать, только в месте скругления. Где-нибудь 0,3-0,4 оставлять нужно смело. И выворачиваем. Выворачиваем плавно. Проверяем. Здесь можно заметать и приутюжить. Я не буду заметывать, я буду сразу накладывать закрепляющую строчку стоек между собой. Вот, я вывернула. И сейчас я должна, растягивая, начиная от отлета воротника, прокладывать закрепляющую строчку по стойке воротника с дублерином. Таким образом мы должны зацепить на 0,2 и одну стойку, и нижнюю стойку, чтобы они были одинаково закреплены и одинаковой ширины строчки между собой. Вы можете заутюжить и наметать, но я показываю, вот я сейчас вот это вот растягиваю нижний и растягиваю верхний, и короткими шажками. Сейчас я наш воротник отпарю. В концах воротника должна заутюжить наш угол обтачивания. Проверяем симметричность между собой. Все симметрично. И дальше нам нужно его отпарить и готовить к втачиванию в рубашку.